Что ж, ребята, вам очень повезло, что вы подписаны на такой классный канал, потому что сегодня вы простым языком узнаете о минимализме и скевоморфизме. Наверное, вы уже слышали что-то о минимализме из мемов. Но что же такое скевоморфизм? Скевоморфизм — это тенденция в дизайне, в основе которой лежит реалистичное изображение объектов. В такой графике показан объем предметов светом, тенями, бликами и текстурой и всяким таким говном. Короче, да, вот. Прекрасный пример. Раньше все компании использовали именно скевоморфизм, чтобы показать, как хорошо они могут заморочиться. Но почему же компании начали уходить в сторону минимализма, если оно такое говно? Я нарисовал кружочек на синем фоне. Как классно. Раньше все компании старались выделяться своим качеством и максимальным количеством деталей. Но как можно выделяться максимальным количеством деталей, когда все движутся в этом направлении? Тогда компании начали выделяться по-другому, как раз таки отсутствием этих деталей. Думаю, момент, когда минимализм резко влился в нашу жизнь, это обновление iOS 7. Apple тогда радикально обновила дизайн своей операционной системы и ушла от объема в пользу плоскости. В тот момент это было очень резко и все были возмущены. Никто не понимал, какая часть интерфейса была рабочая, а какая нет. Можно ли нажать эту кнопку, или это вообще просто картинка. Короче, случился хаос. Не дом, ну, короче, вы поняли. И люди писали очень-очень много гневных постов в Твиттере. Но компаниям понравился такой подход, потому что минимализм очень простой, и не надо тратить кучу времени на рисование интерфейса. И выглядит это достаточно интересно. И уже к 2014 году все компании ушли в минимум. Так сказать, выделились. И как вы заметили, я люблю минимализм, это и вправду выглядит красиво. Но мне нравится делать чуть иначе. Мой стиль рисования простой, но он проработанный. Я называю это детальный минимализм. Мне кажется, это выглядит красиво, когда простой прямоугольник постарались сделать детальнее. Вот, кстати, несколько примеров, которые я нашел. И я начал кое-что замечать. Вы ведь тоже это видите? Скевоморфизм возвращается. Видимо, компании мыслят так же, как и я. Гении мыслят одинаково, что тут еще сказать? Короче, все идет по кругу по одной схеме, которую я показал ранее. Все используют скевоморфизм и считают это красивым. Но надо как-то выделяться, и компании начинают использовать минимализм. Итак, все компании ушли в минимализм и используют его. Но тогда снова как-то нужно выделяться, и все опять уходит в скевоморфизм. И так по кругу. Мне кажется, сейчас мы на этапе перехода обратно к скевоморфизму. Потому что иконки и система вроде в минимализме, а вроде и с деталями, тенями, текстурой, что характерно как раз таки... Стоп! Компании рисуют простые вещи и рисуют им тени. Разве это не получается неоморфизм? Нет. Неоморфизм — это стиль, который использует размытие, угол и интенсивность тени объекта для его выделения. Короче, этот стиль просто подчеркивает объекты тенями. Но почему же тогда людям не использовать его, если он как раз таки выглядит очень современно? В 2020 году такому стилю и вправду прогнозировали тренд. Хайп. Но есть одна проблемка. Да, вроде бы идеально, красиво, но он не практичный. В данный момент больше половины взрослых людей с какой-либо инвалидностью выходят в интернет. И у большинства есть проблемы со зрением. Понимаете, к чему я клоню? Какой-то слабовидящий чел просто не сможет пользоваться своим ми-пультом, потому что не разглядит кнопку выключения на таком дизайне. А под ярким солнцем даже человек с хорошим зрением вряд ли сможет что-то разобрать. Короче, очень красиво, но не практично от слова совсем. Получается какой-то неоморфизм. Поэтому то, что мы видим сейчас, скорее можно назвать именно детальным минимализмом, чем неоморфизмом. И вообще, по сути, это очень разные вещи. На какой-нибудь иконке App Store это, конечно, похоже на неоморфизм. И, скорее всего, это он и есть, кстати. Но на этом уровне он и останется, как просто картинка. Не интерактивная часть интерфейса. Типа тебе на нее не надо нажимать, ты в ней не запутаешься. Думаю, сейчас тренд будет держаться именно на таком этапе. Минимализм с деталями. Сколько раз я это уже повторил? Выдайте мне уже премию за такое название. О, спасибо. Короче, как-то так. Мне реально было очень интересно об этом рассказать. А вам, надеюсь, было интересно узнать. Фоловьтесь на канал и смотрите такие прекрасные видео дальше. И на остальные соцсети, чтобы ничего не пропустить. И всем пока!